Всем привет! В этом видео поговорим о Неверленде. Ну и от себя добавлю пару фишек для новичков. Хотя может и те, кто долго играют, также не знают их. В общем, тут у нас разные всякие вкладки. Рейтинг очков игроков, рейтинг альянса. Тут у нас оппоненты на этот раунд. В общем, пока тут ничего интересного, переходим в Неверленд и выбираем персонажей, которые должны пойти в поход. И их тут ограниченное количество, увы, всех своих вы не сможете взять, поэтому не забудьте выбрать своих лучших героев. Ну и попадаем на арену Неверленда. Для начала хочу рассказать про все здания, так как новичкам это будет супер полезно, поэтому давайте так, если вы уже давно играете, то перемотайте на момент, где уже буду говорить о тактике и о фишках в Невере. Итак, в чем смысл и каковы условия победы? В первом раунде сторона, которая разрушит главный замок противника в течение 3 часов, победит. Но не окончательно, ведь есть еще второй раунд, в котором уже определится победитель полностью за оба раунда. Допустим, в первом раунде команда А уничтожила замок за 2 часа, а во втором раунде уже победила команда Б за час и уничтожила замок команды А, то есть быстрее. То победителем становится команда Б. Поэтому во втором раунде, я бы сказал, команда А является защитником. Главное устоять до окончания таймера. Ведь во втором раунде таймер уже не 3 часа, а такой же, как и окончание первого раунда. То есть, если первый раунд длился 40 минут, то второй раунд также длится 40 минут. Как-то так. Далее переходим к зданиям. Тут у нас много разных зданий. Сейчас отдельно по каждому пройдемся. И начнем с магических пушек. У каждой стороны изначально 2 пушки. Наносят они каждые 30 секунд по 200 урона главному зданию противника. Далее идет нейтральное здание. Это алтарь улучшений. Чтобы его захватить, нужно нанести урон последним и сделать в нем 0 очков защиты, и тогда здание переходит на вашу сторону. Алтарь улучшений улучшает все пушки на 400 урона. И, кстати, после того, как вы захватили то или иное здание, его еще нужно будет защитить отрядами внутри. Далее у нас завод катапульт. Так же, как и алтарь улучшений, является нейтральным. И кто уничтожит здание, то есть отнимет последнее, так сказать, очко здания и забирает его. Если вы захватили завод катапульт, то каждые 5 минут из него будет выезжать катапульта и стремиться в сторону противника здания. И каждые 30 секунд будет наносить 200 урона замку противника. Максимум 4 катапульты может быть, далее они не выезжают. Катапульты эти можно уничтожить еще. Далее идет магическая ракета, также нейтральное здание, каждые 30 секунд наносит 300 единиц урона. Ну и алтарь телепортов. Захватываем алтарь телепортов и увеличиваем шансы телепортов для альянса. Да, есть ограничение шансов телепорта общее для альянса. И если даже у вас есть 100 500 телепортов на аккаунте, то попросту ваш альянс может оказаться в такой себе некрутой ситуации и ловушки и не сможет двигаться. Там телепорты каждые несколько минут обновляются и добавляются, но этого бывает недостаточно, если много игроков и активно перемещаются по карте. Ну и правила перемещения по карте по зонам. Как вы видите, мы сейчас на левой стороне, мы синие, захватили алтарь улучшений, что дает нам доступ к магической ракете. Ведь теперь у нас есть с ракетой граница. С другой стороны, у нас была граница с алтарем телепортов изначально. Так же, как у врага, была граница с магической ракетой, тоже изначально. То есть мы не можем сразу прыгнуть на ракету, так же, как и враг сразу не может прыгнуть на наш алтарь телепортов, если не имеет с созданием границ каких-либо. А теперь перейдем к советам и фишкам по Неверу. Продолжение о границах зданий вопрос, есть ли разница между тем, где быть справа, возле магической ракеты, или слева, возле алтаря телепортов. Конечно, все ситуативно, но странно, что доступ к магической ракете открывают и алтарь улучшений, и завод катапульт. А к алтарю телепортов только алтарь улучшений. То есть, если вы слева, то что нужно сделать в первую очередь, так это захватить алтарь телепортов, отправить туда тех, кто слабее, чтобы они забрали его. И также, если вы справа, то вам необходимо сразу же захватить магическую ракету. Ведь на нее попросту не сможет прыгнуть противник. Просто отправить 2-3 игроков, и чтобы они как можно быстрее за пару минут захватили здание ближайшее. Да, вы скажете, можно отправить корабль Альянса на любое здание и туда уже прыгнуть всем и захватить его. Да, можно это сделать, но в последнее время практически никто на это не тратит свои кристаллы, увы. Далее продолжим по алтарю телепортов. Почему он так важен? Если ваш альянс много использует телепорты, то рано или поздно заканчивается перемещение, и альянс попросту не может двигаться. Что является огромной проблемой, ведь враг попросту может по одному вас выжигать, а прыжков у вас не будет. И прыгнуть помочь своему союзнику вы не сможете. Поэтому, когда у нас сильные соперники,
Мы стараемся удержать алтарь телепортов, дабы убрать все попытки перемещения врага. Многие всегда спрашивают, что лучше, алтарь улучшений или завод катапульт. Математика нам поможет в этом. Алтарь улучшений улучшает магические пушки на 400 единиц урона. У нас 2 магические пушки, и каждая стреляет каждые 30 секунд. То есть 800 единиц урона. Наносим каждые 30 секунд сразу после того, как захватили здание алтаря улучшений. В свою очередь катапульты наносят также каждые 30 секунд по 200 урона. Их может быть 4, и получается также 800 урона. Но для того, чтобы 4 катапульты наносили урон, потребуется как минимум 24-25 минут держать здание. Ведь одна катапульта выдвигается каждые 5 минут. И еще 2 минуты ей на путь. Итого получаем от начала захвата до того, как 4-я катапульта дойдет до места и будут уже они вместе наносить 800 урона каждые 30 секунд. Нам понадобится примерно 25 минут. За это время алтарь улучшений уже будет наносить урон и помогать нам. Также минус в заводе катапульт, так это то, что эти катапульты попросту можно уничтожить за 4 атаки. То есть можно отправить слабых игроков к вашему зданию, где будут находиться эти катапульты, и попросту уничтожить их. И тогда вообще завод катапульт станет бесполезен. Поэтому ответ на что лучше, я скажу алтарь улучшений. Он может быть бесполезен только тогда, когда ваши пушки будут уничтожены. Увы, это не так уж просто сделать, ну и в основном их уничтожают уже к концу, когда уже практически победили. Следующий совет: стоит ли сжигать врага в 0? И что это вообще дает? Ведь многие кричат: не тратьте атаки на замки, атакуйте только здания. А знают ли они что если вы сожгли врага, то вы наносите более 2000 урона главному зданию врага. Поэтому да, иногда прыгать и быстро сжигать в 0 очень помогает победить в раунде. Также после того, как вы сожгли в 0, вы отправляете его на 15 минут отдыха. И также совет: если вы видите, что вас сейчас сожгут, то лучше отпрыгнуть к своему основному замку и, так сказать, спрятаться. Если у вас там примерно 10% или меньше стена, то лучше играйте более сейвово, а то попросту из-за вашей ошибки Альянс теряет 2000 очков, а это, можно сказать, 1% от общего хп здания. Поэтому, если вы хотите победить противника, то используйте эти фишки, их тут, как видите, немало. Как-то так. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал, и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.